Триллер, по большому счету, один из самых популярных жанров в мире сериалов. В конце концов, кому не нравится восхитительное ожидание, мучительный страх перед тем, что произойдет дальше, и прекрасное чувство неожиданного поворота, которого вы не могли предвидеть? Неудивительно, что они всегда так востребованы аудиторией. Здравствуйте, это Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас 15 отличных триллер-сериалов от Netflix. Что-то из этого выпуска вам уже хорошо знакомо. Что-то вышло совсем недавно, а некоторые региональные проекты было очень легко пропустить. Как обычно, буду очень рад вашим отзывам и рекомендациям в комментах. Приятного просмотра. Катла. Этот исландский сериал недавно появился на Netflix, но уже успел стать одним из самых популярных триллеров на сервисе. На самом деле Катла — это название действующего вулкана на юге Исландии, последнее крупное извержение которого произошло около 100 лет назад. Действие сериала происходит в близлежащем к нему городе Вик и начинается через год после того, как вулкан подвергается сильному извержению. Разрушенный наводнениями и покрытый пеплом, город практически безлюден, и когда в нем появляется растерянная, покрытая пеплом женщина, череда странных событий затрагивает остатки общины. А в это время вулканолог из Рейкьявика изо всех сил пытается разобраться в странных данных, поступающих из вулкана, которые могут быть признаком грядущих событий. С мрачной атмосферой, неповторимой эстетикой и умопомрачительным сюжетом первый 8-серийный сезон Катла уже стал известным среди поклонников триллеров и обязательно будет отличным выбором для просмотра на выходных. Путешественники. Если отбросить все лишнее и смотреть в корень, в этом американском сериале используется проверенная временем и все еще рабочая предпосылка. Путешественники во времени пытаются предотвратить антиутопическое будущее. Но сериал берет эту базовую концепцию и превращает в нечто совершенно уникальное. Сюжет телешоу следует за группой людей из отдаленного от нас на сотни лет будущего, чьи разумы были отправлены в прошлое и перенесены в тела людей в нашем настоящем. Эти путешественники работают тайно, используя всевозможные архивы и собственные знания об истории и грядущих событиях для выполнения миссий, которые, как они надеются, спасут человечество от ужасного будущего. Путешественники радовали зрителей на протяжении 3 сезонов, каждый из которых заслужил достаточно высокие оценки и положительные отзывы. Видоизмененный углерод. Основанный на книгах Ричарда Моргана, видоизмененный углерод происходит в далеком будущем, в те времена, когда сознание уже возможно сохранить в цифровом виде, и вы даже можете менять тела так же легко, как одежду, если, конечно, у вас есть на это деньги. В этом киберпанк-сериале есть все, что вы только можете пожелать от боевиков, а его предпосылка позволяет проводить с сюжетом массу экспериментов. У видоизмененного углерода есть 2 сезона и анимационный фильм под названием «Новая оболочка». Джоэл Киннаман играет главного героя Такеши Ковача в 1 сезоне сериала, а звезда «Сокола и зимнего солдата» Энтони Маки показывает свое мастерство во 2. Ковач — человек, который был кем угодно, от солдата до борца за свободу и частного детектива, и его противоречивый характер как раз и обеспечивает большую часть эмоционального тона сериала. И несмотря на фантастический сеттинг, это именно триллер с заговорами и сложными сюжетными поворотами, которых вы не ожидаете. Тьма. Когда дело доходит до умопомрачительных научно-фантастических триллеров, которые шокируют и переворачивают понимание Вселенной, одним из лучших сериалов, которые только можно найти на Netflix, станет «Тьма». С 3 сезонами, получившими признание и критиков, и аудитории, телешоу является одним из самых популярных триллеров для поклонников жанра. Его просто необходимо посмотреть зрителям, которым в равной мере нравятся сложные сюжеты, использующие науку и парадоксы, психологические драмы и запутанные межличностные отношения. Действие «Тьмы» происходит в городе Виндон. В центре сюжета тайны нескольких поколений жителей, охватывающие различные временные периоды и использующие ряд классических концепций научной фантастики. Озарк. История супружеской пары, которая из-за больших долгов вынуждена со своими детьми переехать на озеро Озарк, где у них появляется шанс, участвуя в отмывании денег для мафии, исправить свое финансовое положение. Это очень краткое и упрощенное описание сюжета, но примерно такова предпосылка. Отмеченный наградами сериал посвящен преступному миру Миссури и повествует о драматических событиях, которые происходят с главными героями сериала. Джейсон Бейтман играет Мартина Бёрда, финансового советника, который оказывается в безвыходной ситуации и работает на наркокартель. А Лора Линни исполняет роль Венди, жены Мартина, которой приходится иметь дело с последствиями отчаянных решений мужа. Озарк способен подарить множество незабываемых сцен и непредсказуемых поворотов сюжета. Все 3 уже вышедших сезона доступны на Netflix, а заключительный, 4-й, выходит 21 января следующего года. Фауда.
Офицер сил обороны Израиля в отставке возвращается на службу, чтобы выследить врага, которого он считал убитым. «Фауда» — это фильм про ситуацию, которая возникает, когда вроде бы простая миссия идет совершенно не по плану. В первую очередь, это шпионский триллер, в котором в качестве фона используется ближневосточный военный конфликт. Сценарий сериала создан двумя бывшими офицерами Цахал, которые использовали при его написании свой личный опыт. История получилась одновременно и фантастичной, и реальной. На текущий момент «Фауда» один из лучших региональных проектов стримингового сервиса и в целом триллеров, которые Netflix может предложить своему зрителю. «Охотник за разумом». В конце 70-х годов ФБР сформировало особый отдел поведенческой науки, который проводил интервью с осужденными серийными убийцами, чтобы понять истинные мотивы и то, как и что думает преступник. «Охотник за разумом» — это история того самого подразделения. Сериал Netflix основан на книге «Внутри элитного подразделения ФБР», книге 95-го года о настоящих преступлениях, написанной Джоном Дугласом и Марком Олшакером, которые в сериале и являются главными героями-напарниками. Телешоу соединяет факты и вымыслы о реальных серийных преступниках вместе. Сериал сосредоточен на первых днях криминальной психологии как науки. Многие персонажи основаны на реальных людях. «Охотник за разумом» подарит отличные часы просмотра как для поклонников триллеров, так и для людей, любящих историю и жанр true crime. ОА. Это и научная фантастика, и фэнтези, и драма, но прежде всего это триллер с блестящей предпосылкой. В центре сюжета женщина по имени Прейри Джонсон, которая появляется после исчезновения на 7 лет. Но за время ее отсутствия в ней многое изменилось. Во-первых, она была слепой, но теперь может видеть, а во-вторых, она привыкла называть себя Оа. И это лишь начало, верхушка айсберга, ведь сериал таит в себе невероятное количество загадок. Первоначально телешоу создавалось с расчетом на 5 сезонов, но, увы, было отменено уже после второго, несмотря на то, что оно было безумно популярно у аудитории. Фанаты шоу даже отреагировали на его отмену масштабной кампании в соцсетях, пытаясь вынудить Netflix пересмотреть свое решение. Это все еще не сработало, но является убедительным доказательством того, насколько сериал хорош. Рэтчет. Приквел к классическому фильму 1975 года «Пролетая над гнездом кукушки», который, в свою очередь, основан на книге Кеннета Кизи. «Рэтчет» от Netflix — это сериал, который вам обязательно нужно посмотреть, если вы поклонник психологических триллеров. Телешоу обладает захватывающей сюжетной линией, прекрасным актерским составом и представляет собой историю, в которой раскрывается прошлое той самой медсестры Милдред Рэтчет. Учитывая, что Луиза Флетчер когда-то получила Оскар за эту роль, то для любого актера удержать уровень — непростая задача. Но Сара Полсон в подобных ролях чувствует себя идеально и абсолютно естественно. Нарко. Каждый раз, когда кто-то начинает говорить о лучших сериалах Netflix, то неизбежно вспоминается сериал об одном незаконном бизнесе. Это криминальная драма, история колумбийского картеля агентов ДЭА, которые пытаются ему помешать. Это история о заговорах, предательствах и наказании. Но прежде всего «Нарко» — это история Пабло Эскобара, на преступлениях заработавшего десятки миллиардов долларов. Сюжет вдохновлен реальными событиями, что делает его еще более увлекательным. Это одно из тех шоу Netflix, которые каждый поклонник триллеров должен увидеть хотя бы раз, с его прекрасной актерской игрой, великолепно написанным сценарием и завораживающей красивой музыкой. «Кто убил Сару?» Вышедший с первым сезоном в начале этого года, сериал «Кто убил Сару» быстро оказался в топе просмотров Netflix. В мексиканском детективном триллере рассказывается о человеке, который пытается найти настоящего преступника и отомстить за смерть своей сестры, после того, как был оговорен, осужден и провел почти 2 десятилетия в тюрьме за преступление, которого не совершал. Это отчасти драма, отчасти детектив и триллер о мести. Шоу хвалит не только за актерский состав, но и за динамичный и зрелищный сюжет. Второй сезон вышел почти сразу после первого, а третий уже готовится к выходу. В ее глазах. Премьера мини-сериала, основанного на одноименном романе, состоялась на Netflix в феврале этого года, и с тех пор у него появилось множество преданных поклонников. В сериале показан сложный любовный треугольник, отношения в котором перерастают в кошмар и круговорот непредвиденных событий. Создатель сериала Стив Лайтфуд ранее работал над рядом популярных шоу, включая «Ганнибал» и «Каратель» от Marvel. Однако этот сериал не для всех, и потребуется немного терпения, прежде чем он раскроется и станет по-настоящему интересным. При этом в сезоне всего 6 серий. Хороший вариант для просмотра залпом. Харлан Кобен невиновен.
Один из новейших испаноязычных триллеров Netflix «Невиновен» основан на одноименном романе детективного писателя Харлана Кобена. Это довольно медленное телешоу, которое увлекает зрителей интригующими откровениями и неожиданными поворотами. Сюжет мини-сериала включает события 9 лет, начиная отсчет со случайного убийства человека. В настоящее время убийца пытается жить дальше и строить быт со своей женой, но прошлое его настигает. С момента выхода в апреле сериал получил множество хороших отзывов, и для поклонников жанра триллер станет настоящим подарком. Кроме того, для его шокирующих событий выбран прекрасный и красивый фон. События происходят в Барселоне. «Девушка из ниоткуда». Обратите внимание, сериал на Netflix доступен не во всех странах. Для официального просмотра, возможно, потребуется использовать VPN или сменить страну в настройках профиля. «Девушка из ниоткуда» — это антология тайских мистических триллеров, один из самых жутких сериалов в этом выпуске. Телешоу рассказывает историю Нанна, загадочной девушки, которая постоянно переходит из школы в школу, раскрывая самые гадкие секреты и лицемерие людей, которых встречает. Это блестящий, порой неприятный взгляд на многие недостатки человечества в целом. К тому же с жутким, нетипичным сюжетом, который оставляет странное ощущение после просмотра. Все истории антологии не связаны между собой, но имеют общие темы наказания и возмездия за проступки. Нанна почти потустороннее существо, которое ведет себя непредсказуемо, прямо как какой-нибудь монстр из хоррор-манги, но градус напряжения повышает тот факт, что люди, с которыми она встречается в эпизодах, обычно намного хуже ее самой. «В ночь». Первый бельгийский сериал Netflix — это научно-фантастический триллер о группе людей, пытающихся пережить апокалипсис. Сериал основан на польском романе «Старый аксолотль» Яцека Дукая и представляет собой захватывающую драму о выживании в мрачной, почти безнадежной обстановке. По сюжету солнечные лучи убивают все живое, к чему прикасаются. Когда начинается эта глобальная катастрофа, пассажиры угнанного авиарейса из Брюсселя должны работать сообща, передвигаясь в темноте ночи в отчаянной попытке найти убежище, в то время как их запасы истощаются и надежда на спасение тает. Сюжет кажется каким-то очередным следствием глобального потепления, но, как обычно в таких историях, именно человеческий фактор и поступки героев делают просмотр незабываемым. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, поддержите канал. Понажимайте кнопки, поделитесь ссылкой с друзьями и оставьте комментарии. Вам не сложно, а мне очень приятно. И до встречи в новом видео. Пока!